Сегодня в видео я вам расскажу, и не только расскажу, но и покажу, что такое индийская тали или комплексный обед по-индийски. И нет, мы сегодня не будем его готовить, а для этого мы отправимся в ресторан южно-индийской кухни. В любом индийском кафе или ресторане, помимо привычных для нас стандартных категорий, таких как, например, закуски, горячие блюда, салаты, напитки и так далее, можно увидеть такую категорию, как тали. Итак, тали – это комплексный обед, который включает в себя несколько блюд. Само название тали обозначает тарелку, на которой этот комплексный обед подается. Смысл такой комплектации и подачи нескольких блюд вместе является то, что традиционный индийский обед должен включать в себя 6 различных вкусов: кислый, сладкий, соленый, горький, острый и вяжущий. И именно согласно индийской традиции, хороший полноценный обед должен хорошо сочетать в себе все эти вкусы. Рестораны обычно предлагают вегетарианские и невегетарианские тали, но сегодня мы находимся в ресторане, который полностью вегетарианский, поэтому тали у нас сегодня будет вегетарианским. Также тали бывают простые, которые включают в себе несколько основных блюд, и бывают сложные, где количество блюд может достигать до 20-30, а может быть и больше. Но сегодня я заказала простое базовое тали. Блюда, входящие в состав тали, отличаются в различных штатах, так как в каждом штате Индии своя кухня, и, соответственно, наполнение тали будет соответствовать местной кухне определенного штата. И вот сейчас мне принесли мое тали, и я вам покажу, как оно выглядит и как его подают. Итак, тали подается обычно на вот такой вот круглой тарелке. Тарелка может быть из стали, может быть иногда из латуни, иногда даже из глины. И тарелка обычно бывает вот такой круглой формы. Так как сегодня мы обедаем в ресторане штата Керала, то еще на дно тарелки положили символ Кералы – банановый листок. Все жидкие блюда, входящие в состав, обычно подаются вот в таких маленьких чашечках или мисочках. И эти мисочки называются катори. Сухие закуски и хлеб обычно просто кладется в центр самого тали. Мисочки же обычно располагаются вот так по ободку, по кругу тали. Итак, что в себя включает обычное простое тали? Это всегда будет рис. У меня в моем тале даже два вида есть: белый рис и один вот такой желтый рис.
Потом это всегда блюдо из бобовых. Несколько вариантов овощей. Вот это овощи и это овощи. И обычно из овощных вариантов всегда один вариант овощи жидкие и один вариант овощи сухие. Ну, вот у меня это сухие овощи, наверное, цветная капуста. И здесь какие-то овощи вот немножко в таком влажном соусе. И это, может быть, это соус, может быть, овощи, не знаю точно. Также в Тали всегда ходит хлеб. Это у меня такой хрустящий хлеб. Он используется типа как чипсы, закуска. И вот это 4 лепешки здесь. И лепешки жареные в масле, во фритюре. Могут быть разные виды хлеба. Также здесь несколько соусов. И здесь тоже закуска, жареная во фритюре. Это соленье. И еще йогурт обязательно входит. И также сладкое блюдо. Вот сладкое блюдо, это вообще рис обычно тоже кладется на вот эту тарелку здесь в центре. Но так как очень много и хлеба у нас, и каких-то маленьких закусок, то рис мне сегодня принесли вот отдельно. А сейчас я вам покажу, как правильно надо кушать тали. Я уже убрала на отдельную тарелку хлеб, положила, чтобы он нам не мешал. И сейчас освободила место в центре. Сейчас в центр тарелки я высыпаю рис. Так, листик нам банановый не нужен. Обычно в Индии рис подают белый, и он просто отварной белый рис, и он как бы сухой. И поэтому на рис сразу же выливают гороховую подливку или подливку из бобовых. И она получается как такой соус, который делает рис влажным и более приятным к употреблению. Сейчас я возьму и просто все вылью. А теперь, когда наш рис смягчился и стал влажным, мы будем брать по очереди все овощи и тоже вот так вот смешивать, замешивать и брать вот порцию и кушать. Сначала я возьму сухие овощи. Попробую сухие овощи. Очень вкусно. Здесь кабачок. И даже не знаю, с чем-то еще смешан. Теперь немножко. Теперь точно так же начерпну вот эти, которые у нас влажные овощи с этой стороны. И тоже. Сейчас попробую вот эти маленькие закуски. Это из риса сделаны такие воздушные чипсы. Сейчас на тарелке мы освободим место для вот этого желтого риса. Это лимонный рис, потому что я его тоже хочу попробовать.
И попробуем его вот с этими влажными овощами. Очень вкусно. И еще, как я сказала, у нас есть йогурт. И йогурт можно кушать на протяжении всего обеда. И вообще йогурт, он перебивает острый вкус. Если какое-то блюдо слишком перченое, слишком острое, если после этого если заесть это блюдо ложечкой йогурта, то пропадает вкус остроты. Все, мое тали уже пустое, кроме вот этого риса. Есть его я не стала, потому что он слишком острый. Там много-много чили перца. И сейчас я приступлю к десерту, вот этому сладкому пудингу из маленькой вермишели. Здесь помимо вермишели еще есть шарики из тапиоки. Вот такие кругленькие шарики. Вкусный сладкий пудинг. Итак, теперь вы знаете, как выглядит индийская традиционная тали или индийский комплексный обед. И еще в конце видео я хочу сказать, почему стоит, когда вы путешествуете по Индии, почему стоит выбирать тали. Во-первых, потому что это полноценный обед. Как вы видели, в тали входит и рис, и различные овощи, и бобовые, и йогурт, и даже десерт. А во-вторых, очень удобно выбирать тали, потому что каждый штат имеет свою особенную кухню, и поэтому, когда вы заказываете тали, у вас есть возможность за один раз попробовать несколько блюд. Потому что обычно в Индии, если вы заказываете какое-то одно блюдо из меню, то приносят очень большую порцию. А в тали обычно представлено несколько блюд и в небольшом количестве маленькими порциями. Поэтому у вас есть возможность, заказав один обед, попробовать сразу несколько блюд данного региона.